За пределами корейского сельского городка супружеская пара Чо-гу и Сон Йон держат придорожный гараж. Но, к сожалению, у них не так много клиентов. На самом же деле большинство водителей даже не замечают их магазинчик. Это означает, что они едва зарабатывают достаточно, чтобы выжить. И это делает отношения Сун Янг с ее семьей более напряженными, чем было раньше. Они никогда не одобряли Джегу из-за его низкого статуса в жизни и бесплодного семени. И теперь, когда Сун Йон должен помогать домашнему хозяйству, делая кукол всего за несколько центов, они только еще больше ненавидят его. Поблизости работает важная строительная компания, то есть они захватывают дороги своими грузовиками и блокируют гараж от потенциальных клиентов. Однажды утром расстроенный Джангу идет на стройплощадку, чтобы попытаться попросить компенсацию у менеджера его жены Йори. Но после того, как он случайно натыкается на их ребенка, его считают сумасшедшим и вводит охрана. После Джегу оказывается в полицейском участке, где его привыкли приводить для всех сцен, которые он всегда устраивает. И офицер напоминает Джегу, что он заслуживает это, и он получает это за то, что не хочет вступать в местную ассоциацию магазинов, потому что их участники получили компенсацию. После другой полицейский сообщает ему слухи о тесте. Он владелец магазина, который Джегу сдает в аренду для своего бизнеса, а старик подумывает его продать. По пути домой Джегу видит человека со сломанным грузовиком и узнает, что собирается его сдать, поэтому указывает, что в этом пока нет необходимости. Просто замените клапан, он может работать еще несколько лет у вас. Когда Джегу приходит к нему домой, он спрашивает Сун Йон, правдивы ли слухи, и она признается, что ее отец расстроен тем, что они до сих пор не платят налоги. После Джегу злится, потому что она скрывала это от него, и прежде чем спор может обостриться, он выходит из дома, чтобы проветрить свою голову. Ему приходит идея о том, чтобы купить пиво и сигареты в местном продуктовом магазине, но он не может позволить себе ни то, ни другое, поэтому в итоге покупает только сигареты. При этом ему приходится переходить на самую дешевую марку. Однако ответственная старушка помнит Джегу с того времени, когда он водил ее внучку в школу, и в благодарность она все равно дарит ему банку пива. Наслаждаясь этим пивом и сигаретами возле магазина, к Джегу подходит глава ассоциации магазинов, гражданин Мун, и его люди, которые избивают Джегу за совет, который он дал человеку с грузовиком. Оказывается, мистер Мун чуть не присвоил себе эти объедки по дешевке, а Джегу помешал его бизнесу. Позже, когда гражданин Мун рассказывает своим друзьям о том, что произошло за ужином, группа начинает сплетничать об ужасном выборе брака Сун Йон. И гражданин Мун уходит в раздражение, потому что он все еще питает к ней какие-то чувства. Несколько дней спустя Сун Йон идет на семейное собрание в одиночестве и сразу же подвергается нападению со стороны родственников за свой жизненный выбор. Джегу также появляется после, одолжив красивую одежду и даже накопив немного денег на торт, чтобы произвести впечатление на всех. Но когда он приходит и слышит, как все его оскорбляют, он решает уйти, даже не объявив о себе. По дороге домой он случайно роняет торт и так расстроен всей этой ситуацией, что в гневе пинает его ногой, вместо того, чтобы подобрать к обеду. В этот момент Джегу замечает, что посреди дороги остановилась машина из-за спущенного колеса, поэтому он, конечно же, тут же предлагает свои услуги по его замене, объясняя это тем, что проезжающие мимо строительные грузовики сбрасывают всякий мусор на дорогу. Поскольку сейчас поздняя ночь и они находятся в глуши, Джегу пользуется возможностью, чтобы взимать дополнительную плату за работу, зная, что у клиента нет выбора. После этого он возвращается на дорогу, чтобы проверить все, что могло упасть с грузовиков, как раз вовремя, чтобы увидеть, как Сун Йонг подъезжает на машине родственника. Водитель даже не здоровается с Джегу, а когда он жалуется, это вызывает спор Сун Йон, которая устала от того, что ее застревают между семьей и мужем. Чтобы успокоить ее, Джегу показывает ей, что сегодня вечером он заработал немного денег. Позже, когда они ложатся спать, Джегу не может заснуть, потому что его все еще беспокоят сегодняшние события. Поэтому он решает, что пора что-то сделать, и возвращается на дорогу, чтобы разбросать кучу объедков повсюду. Позже его план окупается, и на следующее утро у них появляется новый клиент со спущенной шиной. Но на этот раз Джегу берет более разумную цену. Так проходит время, и Джегу беспокоится, потому что пришел только один клиент. Поэтому он идет проверить записки и обнаружит, что все они пропали. Выясняется, что строительные грузовики отталкивают отходы, когда проезжают мимо. Из-за размера и веса их шин они не спустились. Но все еще не готовый сдаться, Джегу ложится спать допоздна, делая новые более острые обрывки, которые он снова разбрасывает по дороге. И на этот раз его обнаруживает Сун Йон, которая не одобряет эту идею. Эти осколки могут стать причиной аварии или ареста Джегу, но она меняет свое мнение, когда указывает, что все люди, которые проезжают по этой дороге, богатые туристы, которые всегда выбираются из неприятностей с помощью взяток.
А это означает, что нет ничего плохого в том, чтобы их просто обмануть. В качестве последнего штриха в своем аргументе Джигу также упоминает о желании сэкономить деньги, чтобы купить магазин у своего тестя. С течением времени первоначальный скептицизм Сун Янг постепенно тает, и она видит деньги, которые приносит эта идея, что наконец позволяет им покупать более качественную еду. Однажды утром машина Юри стала очередной жертвой спущенной шины, и пока Джигу делает свою работу, Сун Йон предлагает ей выпить и поговорить, чтобы она стала счастлива и заплатила побольше. Однако Юри невероятно снисходительна к ним из-за их социального положения, и когда она слышит, что Сун Йон зарабатывает всего 5 центов за каждые 10 кукол, она из жалости покупает одну за $10. Чувствуя себя оскорбленной из-за того, что к ней относятся как к благотворительному делу, Сун Йон наконец делает все возможное и помогает Джигу привести аргумент, почему ему нужно брать с Юри много денег, только за замену шины. С тех пор она больше поддерживает план своего мужа, принося ему напитки, пока он готовит объедки, и даже признавая, что хотела бы иметь деньги, чтобы одеваться как Юрий. Но этой ночью Сун Йон также начинает идти с Чжу на дорогу, чтобы удержать фонарик, пока он бросает осколки и предлагает несколько идей, чтобы улучшить план. Например, втыкать гвозди в землю, вместо того, чтобы возвращаться каждую ночь. Однажды вечером их находит полицейский, который недоумевает, что они делают на этой дороге в такой час. Но ему удается быстро отвлечь его, указав, что он использует полицейскую машину в личных целях. Также судя по фактам, что на нем нет униформы и с ним девушка. На следующее утро у пары нет клиентов, потому что они затаились на несколько дней после встречи с полицейским. Но так как Сун Янг получила свою плату за кукол, они решают побаловать себя ими. Джигу идет в продуктовый магазин за пивом, и чтобы погасить свой долг, воспользовавшись возможностью прокатить ребенка на его скутере, чтобы отпраздновать это. А Сун Янг делает прическу в салоне впервые за много лет. Тот факт, что финансовое положение пары сейчас улучшилось, вскоре доходит до ушей мистера Муна, который начинает проявлять подозрения. После, когда наступает ночь, Джигу и Сун Йон возвращаются на дорогу с дрелью и вбивают первый гость в тротуар. Их новый план работает, и вскоре Джигу говорит Сун Йон, что может купить столько платьев, сколько захочет. Но он не будет тратить много, потому что хочет сосредоточиться на покупке магазина. Тем временем Юри обнаруживает, что ее ребенка похитили. После, когда спрашивают ее о ком-то, кто может затаить на нее злобу, она натыкается на куклу, которую купила у Сун Янг, и обвиняет пару в мошенничестве. Но начальник полиции не думает, что у него достаточно улик, чтобы арестовать их. Но все резко меняется, когда один из полицейских рассказывает о том, что прошлой ночью он видел, как пара подозрительно вела себя на дороге. Всего через несколько часов полицейский находит Джигу и арестовывает его, но не Сун Йон, поскольку они слышали, что он устроил сцену на стройке и наткнулся на ребенка, что сделало его главным подозреваемым. Пока Джигу допрашивают в участке, полиция обыскивает магазин, и отец Сун Йона должен быть там как владелец. Однако вместо того, чтобы помочь и поддержать свою дочь, он продолжает оскорблять Джигу и говорит Сун Йон, что она пожинает то, что посеяла. В конце концов, нигде не было найдено никаких улик, и Джигу был освобожден без предъявления обвинений. После начальник полиции отвозит его домой в качестве извинения, но хотя сначала он показывает понимание своей ситуации, вскоре он говорит Джигу постоять за себя и прекратить доставлять неприятности своим людям. На следующее утро Джигу готовит свои инструменты, чтобы вернуться в дорогу, так как они потеряли деньги, пока его не было. Сун Йон беспокоится о своем муже и о том, что его могут разоблачить, но она не может убедить его сделать перерыв. Этим временем мистер Мун все еще убежден, что Джигу что-то скрывает, и поскольку полиция ничего не может сделать без доказательств, он соглашается со своим братом полицейским по очереди присматривать за парой из гаража. В следующий раз, когда Сун Йон выходит на дорогу, чтобы воткнуть в нее гвоздь, мистер Мун видит ее и находит гвоздь после ее ухода, так что теперь ему нужно придумать, как использовать эту информацию в свою выгоду. Позже, когда гвозди снова были вбиты, дела снова пошли в гору, и пара из гаража может позволить себе обедать вне дома, поэтому они без колебаний балуют себя. Однажды днем у пожилой пары спустило колесо по дороге в больницу, и она попросила у Джигу скидку, но он все равно берет с них полную цену. В тот же день Сун Йон идет в продуктовый магазин, и к нему подходит мистер Мун, который признается, что знает о гвоздях, и просит Сун Йон прийти к нему наедине, если она хочет, чтобы он сохранил этот секрет. Когда наступает ночь, и ни один из них не может уснуть, Джигу чувствует себя виноватым из-за того, что переплатил пожилой пары, потому что теперь он продолжает думать о своих мертвых родителях. А Сун Йон беспокоится о том, что может сделать мистер Мун. Делая вид, что задает риторический вопрос, Сун Йон задается вопросом, что они должны делать, если кто-то когда-нибудь узнает об их мошенничестве. И Джигу отвечает, что он уволится,
прежде чем этот человек пойдет в полицию. На следующий день Сун Йон тщательно обдумывает, насколько этот план улучшил их жизнь, и принимает самое трудное решение в своей жизни. Она идет к мистеру Муну и соглашается заняться с ним любовью на заднем сиденье его машины, чтобы купить его молчание. После этого мистер Мун говорит своему брату прекратить наблюдение за парой в гараже. Плата за шантаж мистера Муна заставляет Сун Йон чувствовать себя невероятно грязной, поэтому когда она встречает старых друзей, которые приглашают ее пойти с ними за закупками, она соглашается, чтобы просто отвлечься. К тому времени, когда она возвращается домой, уже невероятно поздно, но она выглядит совершенно другим человеком с новой прической и десятками милых платьев. Джигу жалуется ей на отсутствие домашнего ужина, но Сун Йон игнорирует его и принимает душ с опасным растворителем, потому что в мире недостаточно денег, чтобы она снова почувствовала себя чистой девушкой. Только когда Джигу ложится спать, Сун Йон позволяет себе выплакаться от всего сердца. Позже, через несколько дней, на рисовом поле возле гаража врезалась машина. Зная, что полиция скоро будет там, Джигу бросается к дороге, чтобы вытащить гвозди, и замечает мужчину, выходящего из машины. Как только этот мужчина видит, что он не один, он убегает, как будто в чем-то виноват. Поэтому Джигу проверяет машину и обнаруживает похищенного ребенка. Буквально через пару часов репортеры спешат в магазин, чтобы взять интервью у Джигу, которого теперь считают героем, и даже губернатор приходит поздравить его. После появляется отец Сун Янга, внезапно притворяющийся, что всегда любил своего зятя, просто чтобы иметь шанс подружиться с губернатором. Это спасение ребенка приносит Джигу большое денежное вознаграждение, которое он использует, чтобы наконец купить магазин. Хотя Сун Йон сначала отказывается, потому что ее отец намеренно берет с них дополнительную плату. Позже Джигу узнает об этом и все равно покупает его, потому что ему нравится быть пассивно-агрессивным по отношению к своему тестю. Пока они подписывают бумаги, стыдя его перед всей семьей из-за мошенничества собственной дочерью. После супруги также покупают красивую машину, но и на этом их расходы не заканчиваются. Теперь, когда город видит в них надежных героев, они снова вбивают гвозди в дорогу, и бизнес продолжает процветать. После они получают электрическую вывеску для магазина, модную одежду для обоих и даже посещают дорогие рестораны, где обсуждают возможность однажды переехать в большой город. Это также означает, что Джигу получает большую часть бизнеса по ремонту автомобилей и оставляет мистеру Муну меньше клиентов, из-за чего он звонит Сун Йон, чтобы больше шантажировать. Но Сун Йон игнорирует все его звонки. С этого момента таинственная машина снова начинает преследовать Джигу. Однажды днем Джигу наслаждается пивом в городе, в своем обычном месте, когда он внезапно слышит какой-то шум и следует за полицейским в больницу, где узнает, что его гвозди стали причиной аварии, и теперь водитель ранен. Пока Джигу пытается справиться со своей виной за пределами больницы, мистер Мун находит его и говорит ему уйти, прежде чем он расскажет всем, что это его вина. Немного вздрогнув, Джигу садится в свою машину, чтобы отправиться домой, и плачет, когда вспоминает якобы риторический вопрос Сун Йон. А это значит, что она всегда знала о мистере Муне. Говоря о Сун Йон, она находится посреди дороги, добавляя новые гвозди, из-за чего Джигу наконец случился нервный срыв, и он тащит ее домой, где он пытается найти деньги, которые она накопила, чтобы сжечь их. Плача, Сун Йон пытается остановить его, и у нее нет другого выбора, кроме как признаться, что ей пришлось сделать, чтобы заставить мистера Муна замолчать. Но поскольку то, что сделано, Сун Йон предпочла бы наслаждаться деньгами, а не позволять своей жертве быть напрасной. Переполненный чувством вины и боли, Джигу бросается к дороге, чтобы снять гвозди, но они хорошо справились с своей задачей, и их невозможно сдвинуть с места, не говоря уже об их огромном количестве. В финале этого фильма, на следующее утро, пока Сун Йон продолжает наслаждаться своими новыми платьями и макияжем, Джигу одалживает грузовик, чтобы отвезти его по дороге, надеясь, что его вес все-таки сломает гвозди раз и навсегда. И на этом все, друзья. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой канал и напишите ваши мысли в комментарии, как вам этот фильм. Также советую посмотреть вам эти видео и желаю хорошего дня.